Это настолько вкусно, что я готовлю сразу двойную порцию, чтобы хватило надолго. Такой рулет – это не только очень вкусная мясная закуска, а еще и доступная, потому что готовится он не из каких-то дорогих отрубов, а из рульки. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике я буду готовить сразу большую порцию на 2 рульки. Если хочется приготовить на пробу или нужно немного, то можно, конечно же, смело располовинить этот рецепт и готовить его из одной рульки. Но есть определенные преимущества, почему стоит готовить сразу из 2. Во-первых, время на приготовление будет примерно одинаковым, но так вы получите сразу вдвое больше готового продукта. Часть можно съесть сразу, часть можно заморозить или завакуумировать, если есть вакууматор, но удобнее, конечно, просто отправлять порции в заморозку. Получается такой себе запас на будущее. Из 2 рулек удобнее такой вот рулет и формовать, потому что у рульки форма не прямоугольная, чтобы можно было просто свернуть и завязать, а такая вот немного треугольная, трапециевидная. Соответственно, я просто кладу 2 рульки одну на другую кожей с внешней стороны и затем обвязываю. Получается очень равномерный по ширине рулет. Ну и порция из 2 рулек идеально помещается в стандартную форму для кекса, в которой я затем прессую этот рулет и придаю ему, по сути, окончательную форму. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Специи для рецепта подобраны так, чтобы сбалансировать и подчеркнуть сильный вкус свиной рульки. Лавровый лист я купила уже измельченный, но его можно измельчить и самостоятельно. Первым делом нужно избавиться от кости, аккуратно вырезав ее таким образом, чтобы получился более-менее однородный пласт. Одну рульку я уже подготовила и приступаю ко второй. Удобнее использовать небольшой нож, которым проще обходить кость. Из оставшихся костей я затем сварю вкуснейший бульон. Чтобы пласт из рульки был более удобным и равномерным, немного надрезаю мясо в тех частях, где его много. Готовлю ароматную смесь. Чеснок пропускаю через пресс. К чесноку всыпаю черный перец и соль. Добавляю зерна горчицы и молотый лавровый лист, перемешиваю смесь. Распределяю смесь специй по пластам мяса и втираю их, без фанатизма, просто до равномерного распределения. Прохожу по местам, где я надрезала мясо, чтобы специи попали и туда, и все мясо было хорошо приправленным. Теперь укладываю пласт один на другой, чтобы кожа была с внешней стороны и образовала своеобразную оболочку рулета. Не торопясь, плотно обвязываю рулет кулинарным шпагатом. Если в процессе завязывания кожа стягивается, аккуратно ее расправляю. Рулет получился плотным и аккуратным. Теперь я заворачиваю рулет в несколько слоев фольги, чтобы по максимуму сохранить сок внутри и избежать его вытекания наружу. Можно также использовать рукав для запекания. Укладываю рулет на противень. Так как в рульке мясо довольно жилистое и довольно жесткое, его нужно готовить долго. И тогда оно будет нежным, все жилки хорошо размягчатся и мясо будет хорошо жеваться. Отправляю рулет в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час, а затем убавляю температуру до 110-120 градусов и томлю еще 3 часа. Достаю готовый рулет из фольги. Посмотрите, какой он нежный и весь аж колышется. Все отлично проготовилось и стало нежным. И в процессе остывания коллагеновые части, выделившие желатин, сцепят рулет. Чтобы придать рулету аккуратную однородную форму, остужаю его в форме для кексов с применением груза. Рулет выкладываю на пищевую пленку в несколько слоев и отправляю его в форму. Хорошо прикрываю верх краями пленки. Видно, что он слегка возвышается над краями формы. Укладываю сверху деревянную доску и располагаю груз. Это может быть все, что угодно. Банка, наполненная водой, а у меня 2 гантели по 2 килограмма. Отправляю рулет в холодильник на ночь. Извлекаю рулет из формы, снимаю пленку и избавляю его от шпагата. Готово! Нарезать его можно толсто или тонко, по желанию, но какой красивый разрез получился! Достойно любого праздничного стола! Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх под этим роликом и оставляйте свои комментарии. Делитесь, возможно, какие-то рецепты вы хотели бы увидеть в моем исполнении. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».